Начинаем обзор нашего дома. Это наш новый дом. Вот так он выглядит. Красавчик. Вот там у нас гараж. Тут хорошая зона будет, парковка. Пойдем. Так, входим. Здесь у нас получается прихожая, которую мы перестроим. Здесь построим шкаф. Хорошая большая прихожая. Здесь у нас туалетик маленький. Это я все показываю, как было до, и потом будет как стало. Здесь лестница наверх. Наш маленький охранник стоит. Это наша гостиная будет. Хороший, широкий, большой подоконник. Камина не будет. Это второй мой лейбор. Это пригнали из Латвии. Так, ну вот такая гостиная. Здесь будет dining area, столовая. И это будет либо гардеробная, либо Никитина комната. Здесь красивый вид в сад. Значит, все, конечно, будет меняться. Батареи, карпеты, стены. Все, вот сейчас будем работать. Ну вот, то есть такая комната. И заходим на кухню. Здесь будет меняться дверь. Здесь будет выламываться. И дело, конечно, здесь все тоже будет перестраиваться, выноситься. Раковина будет переноситься под окно. Где-то будет плитка. Это третий мой лейбор. И эта стена будет сноситься, открываться план. И эту стену я хочу полностью забить все шкафами. Вот так она выглядит. Конечно, все старенькое, паршивенькое. И здесь у нас выход в гарден. Маленький, аккуратненький, красивенький. Вот уже перевезли наши седаки. Очень много всяких цветов, конечно, тут у бабули. Надо будет все тут чистить, красить, делать. Это наш гараж, который в будущем переделается в сауну. Ну вот так. Первая комната, скорее всего, будет либо Софийна, либо под вопросом гардеробная. В общем, пока все непонятно. Все надо переделывать. И это третья комната, которая будет либо Никитина, либо Софийна, либо гардеробная. В общем, на данный момент пока все непонятно. Вот такие шкафы, которые все это, конечно, вырубается. Високон. Вот такой. Ну и последнее, что у нас остается. Здесь у нас, конечно, маленький этот бойлер стоит, который, конечно, очень хочется снять и его убрать. Будем надеяться, что это берется. И вот такая большая ванна с окном, с большим душем. Вот туда мы, скорее всего, поставим все-таки стиралку и сушилку, что будет очень удобно. А здесь как раз-таки можно настроить полочки. Естественная вытяжка. С этого ракурса. Ну, никакого тут ракурса нет, конечно. Кручу-мучу. Увидеть хочу. В общем, ну вот так. Доброе утро. И тут подмога подъехала помогать всем. Короче, я приехала
на проверку, а тут бардак полный. А тут джамшуде. Работают, обдирают обои. Майку эту повесить. Попросили Fuel привезти им для энергии. Еще раз. Битка это уже накачала, мне кажется, у меня уже просто она вот так упадет сегодня на кровати и завтра таки поднимется. И как делают? Кто сказал, что работать надо? Не надо работать, надо отмечать, правда? Такая покупка огромная. Солнце светит уже с обеда, и это хорошо, потому что вечером у нас будет шашлык, ну не сегодня, вообще в будущем. И мы будем здесь сидеть, загорать, а нам будут жарить мясо, подносить его, наливать шампанское. А мы будем пить вкусненькое Вот. напитки, чай белый. Да. Вообще, в общем, все тестируем, значит, все классно. Юрий там стоит, думает, проект разрабатывает в голове. А вот так выглядит, как будто Гарден длиннющий, Да, да? да. Бруно кайфует. Он уже не наступи! Не наступи! Там уже Бруно обновил газон. Молодец. В общем, и вообще сегодня с погодой повезло. Посмотрите, какое небо красивое. Это редкость. И вот самый идеальный вариант протестировать Гарден. Ну что, следующий день, второй день нашего ремонта, воскресенье, 17 число. Изменения на сегодняшний день. Видок, конечно, сумасшедший, спина отваливается, но надо работать. В ванне изменений не произошло пока что. Коридор весь завален. Делаем сегодня, скорее всего, коридоры, верхние комнаты. Брунидзе стоит, смотрит. Значит, эту комнату почти все сделали. Здесь все мы зачистили. Конечно, убираем мешки эти нон-стоп. На улице у нас просто склад кобздец. Так. Тут все зачищено. Кухня со вчерашнего дня тоже изменилась. Юрка молодец. Всю ее снял, зачистил. В понедельник придут мастера. Будут смотреть, что да как. Ну вот на сегодняшний день, на второй день. Вчера сделали очень много, конечно, работы. Эта дверь. Значит, здесь у нас будет все выноситься, будет большая открытая дверь. Эту комнату пока не трогаем. Здесь у нас пока all-inclusive luxury hotel для Софико. Вот сегодня буду заниматься лестницей. И что на втором этаже изменилось со вчерашнего дня. Зачистили эту всю комнату. Но вот сегодня надо будет ее тоже снимать весь, все обои. Туалет вчерашнего дня тоже изменился. Руська все тут разбил. Вот так теперь это выглядит все. Ник работает, делает свою комнату. Ну и наша комната вот так выглядит на сегодняшний день. Итак, конец второго дня. Что мы сделали? Эта девочка весь день игралась, конечно, фиг чего помогала, ну ладно. Это мальчик, который помогал нам. Значит, так, ободрали весь коридор. В смысле, внизу. Спасибо, мелкий. И спасибо, of course, моему супер сыну. Ободрали немножко здесь. Это будем завтра делать. Забили весь ливинг. Здесь, соответственно, обшарпали, ну, сколько могли, немножко кухню. Остались только эти верхние. Так, эту комнату мы не трогали, то. Да, конечно. И наверху общими усилиями
мы ободрали. Вот это единственная стена осталась. Ободрали всю эту комнату. Все nice and чисто. Ободрали. Это единственная стена осталась. Вот это. Ободрали всю эту комнату. И полностью ободрали эту комнату, которая Ника. То есть сегодня работа, конечно, тоже проведена шикарная, большая. Все устали. Еще немножко мы с Мелкой здесь подергали. Ну вот как-то так. Все, теперь все готовы, собрались ехать домой. Усталость уровень бог. До завтра. Аны нашей нету. Огромная куча мусора, такая же на улице. И Open Plan Kitchen у нас открыт. На данный момент пока еще стоят эти палки, козьи лапки, не знаю, как их называют. В общем, завтра буду вставлять линтел. Вот так это все выглядит. Провода висят. Все висит. Юрка делал электрику. И пока делал, у него тут обрушился потолок на него. Но мастер остался жив. Тьфу-тьфу-тьфу. В общем, такая, конечно, полная херня. Это Юрка делал. Проводил кабеля. Русе будет тут дрелить. Все, проводить их. Ну, как-то так. Лампу думаем оставить. Я вчера красила опять забор. Ну, я вечно тут крашу заборы. Так, срач у нас. Страшный срач. Короче, шла вторая неделя. Руся говорит, приезжай, посмотри. Заходим. Маленький шок. Япона налево. Ну, это понятно. В общем, между первым и вторым перерывчик небольшой. Ёхандрын. Ну, уж лучше все поменять, лучше все сделать. Ёшкин кот. Офигеть. То есть тут всю крышу надо теплить, да, везде? Это Никитина комната. Офигеть. Караул. Маленький караул. Еще 10 июня, начало третьей недели. Изменения по дому. Большая комната замазана. Потолок сделан. Типа как-то так. В Ника комнате в теории без изменений она была сделана. В Софийной комнате без изменений она тоже была сделана. В туалете, в ванне, который почти доложили пол, зашили одну стенку. Кладовка. Что это? Сторидж. Где типа таул, все такое? Типа, да. Пол тут еще надо сделать и обшить. И здесь стенка тоже уже началась делаться. Зашили потолок в коридоре. Так. И тут не знаю, будут ли зашивать. Скорее всего, да.
Ну, понемножку процесс идет. Сверху остался только коридор, я так понимаю, запластировать. Гардеробную зашили. И установили новые двери. Ну, снаружи потом покажу. Там надо их немножко подрихтовать. Ну, шикарно. Ну, завтра, я так понимаю, будет эта комната делаться. До новых встреч. 11 июня из изменений ой, зашили стену под окном. Не помню, была ли вчера зашита эта стена. Ну, она была, но не до конца. То есть сейчас уже и там зашили. Вот, старую пропихнули. Это, скорее всего, будет завтра уже делаться окончательная зашивка и закладываться кафель. В этой комнате поставили гипс на потолок и зашпаклевали, наверное, это называется. 14 число, изменения. I already have this room. А? You said I could have this room. Ну, разберемся, какие вы хотите. Короче, изменения по ванне. Ну, есть изменения, да? Сделаны полочки. Это сделали, тут сделали. Типа 5%. Да? Да, я вижу. Короче, на 23 июня из изменений, к сожалению, не засняли эти ужасные синие стены, которые были. Но теперь у нас нормальный, красивый цвет ванны будет. Вот такой. Ну, а из остальных изменений потолок начал краситься, стены уже... А ты вот вторым не был красить еще? Нет. А, Грунтованный. И в Софийкиной комнате потолок уже почти идеальный. Еще один раз. И еще разок. Ну и стены осталось только цветом тоже бомбануть. Ника комната еще не трогалась. В общем, тянется, конечно. Внизу без изменений. Значит, 1 июля. После всех наших, в общем, переживаний и всего прочего, у нас появился пол. Это уже второй пол, потому что первый запороли. Пришлось весь вырубать и переделать по новой. А также сегодня у нас уже есть часть стены. Так, какое у нас сегодня? 8 число, 7 число, 7 июля. Изменения по дому. Ну, поставили душевую кабинку, установили кафель, скертинг-борд. Ждем еще мебель, чтобы установить раковину и туалет, тогда будет готово, не лезть туда. Уже залили первый слой. Вот так вот. Завтра, скорее всего, будут прокладываться полы и заливаться поверху. Ливинг и кухня залиты. Лежат полы. Ливинг и кухня залиты. Гардеробная, скорее всего, возможно, будет делаться завтра, еще не знаю. Гардеробную тоже начали засирать. Зря, короче, красили, я так чувствую. Юрчик установил спотслайт на кухне. И здесь, и везде. 5 июля. Нехороший день. В общем, ну, ладно, пропустим эту историю. Значит, из изменений у нас старый туалет пока что установлен наверху, дабы внизу делать туалет. Наверху установлены все коробки, но только их надо еще доделывать. Лестница, проведена уже проводка на свет. В коридоре залит уже пол для полов теплых. Туалет
вынесен. И они- Краска почти Я думаю, мы тут будем просить, чтобы они тут все делали. облупилена. Раковины нет. Ну, скорее всего, они ее убрали, чтобы делать. Потому что я же Да-да-да. попросила по возможности. Ну, здесь, как со вчерашнего дня, без изменений. Апарт гардеробный, который тоже залили. И, скорее всего, завтра будут выкладывать электрикой. Ну и заделали уже эту часть, где проводка явно гналась. Изменения со вчерашнего дня. Пошел класс пол. Здесь, конечно, уже пленкой закрыли, чтобы не пачкать и не царапать. Но ливинг и капельку дайнинга или часть кухни уже положили. То есть уже в крайнем случае наш ливинг лежит в ламинате. Вот. Сделали венецианку. Такая она получилась. Мраморная типа. Ну, прикольно. Со цветом очень прикольно выглядит. Мне нравится. Такая няшка-блестяшка. Весь низ, короче, сделанный. Ждем кухню. Хоть бейсы поставить. Засрали все стены. Неудивительно. Здесь уже трубы переделали. Подключили с другой стороны. Тут покрасили потолок и подготовили стены на завтра. Ну, вставили все двери. Мы специально все застелили, все заделали. Они и пилят тут. Мастера водолаза, сейчас покажу, как делают они окна. Ну, короче, засрали все комнаты. Больше работы. Короче, водолазы эти делают окна. Англик приклеил он с такими щелями. Полсантиметра вниз надо опускать. А он просто прилепил, типа есть. Типа все окей. Завтра все будут переделывать. За штучку у тебя такая? Ну, значит, 18 июля, пятница, вечер чудесный. Мы все на точке. Вчера было не 20-е. В общем, я там вчера снимала 20 числом. Вчера было 17-е, сегодня 18-е. Со мной моя звезда. Зарядку делает. Значит, изменения на сегодняшний день. Дверь в туалет будем переделывать, потому что она, значит, неправильно открывается. Должна открываться отсюда, а на данный момент она открывается отсюда. Батарея, которая будет висеть здесь, на данный момент она еще пока не это сама. Валов нет. Она не это сама. Нанесли, значит, текстуру на эту стену. Не знаю, наверное, через камеру не передаст. Она, конечно, видит вживую. В гости не зову. Смотри, вот так. Вот так. А, вот так? Ну, значит, тут у нас двери все выставлены. Уже все сделано. Значит, Софийкина комната. Батарейка стоит. Розетки, выключатели все стоят. Все тип-топ сделано. Завтра приезжает кроватка. В туалете дверка стоит. Ну, в общем, все как это. Моника там оторвали плинтус, потому что там будет акустическая стена. Акустическая стена. Батарея стоит. Розетки все стоят. Все тип-топ. И в нашей комнате точно так же. Плинтус оторван. Классный мягкий ковролинчик. Батарея стоит. Двери. Ну, еще надо красить, конечно. Ну, еще обналичку ставить.
И все еще красить, и дверь тоже накрасить. У нас появилась акустическая стена под телевизор. Выглядит, конечно, очень няшно. Черный квадрат. Нет, очень шикарно. Здесь лежит акустика наверх. Нам и Нику в комнату. Висят уже все батареи. Подключены. Вчера тестировали. Все вроде ок. Диван привезли старый. Еще пока новый ищут. 5 августа будет. А здесь второй диван. Вторая дверь вставлена. Тоже без наличников. И это самое... Гардероб у нас уже пополняется. Уже забит всякой херью. И одежду уже перевезли тоже. Ну, не всю еще, конечно. Вот. Вчера у нас установился... туалет. Сегодня будет доделываться. Ну, как бы так. Без изменений. Ну что, 31 июля мы готовы выезжать. Ну, последний по дому, что можно увидеть. Ну, Can I charge my phone in the car? посмотрим, да. What do you mean? Короче, чемодан. Мы. Ну, в общем, Куда идти? вот так оставляем с коробками, шкафами и всем прочим.